Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Переиздание первой Dead Rising выходит уже на этой неделе, и Capcom стремится подогреть интерес к игре. Новый ролик Dead Rising Deluxe Remaster, который у вас на экране, напоминает завязку местного сюжета и демонстрирует несколько ярких моментов NPC. Главному герою-фотографу Фрэнку Уэсту выпадает шанс провести расследование в городке Вилламет. Там начался настоящий зомби-апокалипсис. Правда, время у него ограничено, ведь все поселение власти собираются сравнять с землей. Разработчики воссоздали игру на движке RE Engine. Таким образом, они смогли не только графику подтянуть, но доработать анимацию и внести множество правок для удобства игроков. Ловите Dead Rising Deluxe Remaster 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но только в цифре. Диски для консолей начнут продавать чуть позже. Осенью 2022 года Electronic Arts анонсировала Project Rene. Многим показалось, что под этим хитрым названием скрывается абсолютно новая часть The Sims, но как бы не так. По крайней мере, уже не так. Во время разговора с изданием Variety, вице-президент компании Кейт Горман обмолвилась, что EA не будет заниматься разработкой The Sims 5. Вместо этого издательство продолжит развивать The Sims 4, то есть добавлять в нее новый контент. Горман пояснила, что решение обусловлено в том числе заботой о пользователях. EA не хочет отбирать у фанатов серии купленные материалы. Ух, какие заботливые, действительно. Что же до Project Rene, то его разработка продолжается. Более того, EA объявила, что давно заявленный проект на самом деле представляет собой мультиплеерное дополнение для четвертой части серии, а не новую самостоятельную игру. Осенью Electronic Arts начнет рассылать приглашения на тестирование этого многопользовательского DLC. И чтобы два раза не вставать, еще про Sims. Компания представила программу The Sims Labs. По задумке разработчиков, эта хитрая лаборатория позволит счастливчикам опробовать новые способы игры в The Sims раньше других. Столь ответственное дело поручат лишь пользователям EA Playtesting, если они пройдут отбор, разумеется. А еще корпорация официально анонсировала съемки фильма по мотивам серии. За производство отвечает Amazon MGM Studios, а в качестве постановщика выступит режиссер сериала Локи Кейт Херон. Она же напишет сценарий совместно с Брайони Редман. Детали опубликуют позднее, скорее всего в следующем году. В преддверии выхода Final Fantasy XVI на ПК продюсер игры Наоки Йошида дал комментарий касательно пользовательских модификаций. В интервью он взял и набухтел на хорне моды. Издание PC Gamer поинтересовалось у другого автора игры, директора Хироши Такая, какой забавный мод он хотел бы увидеть в Final Fantasy XVI. Однако ответ редакция получила не от него, а от Йошиды, который вмешался в беседу в типично отцовской манере. Говорит, если бы мы сказали, было бы здорово, если бы кто-нибудь сделал это или это. Это прозвучало бы как запрос. Поэтому ничего конкретного я произносить не буду. Однако я должен сказать вот что. Мы не желаем называть ничего оскорбительного или неприличного. Поэтому, пожалуйста, не создавайте и не устанавливайте что-либо в таком роде. Конец цитаты. Невозможно придумать более мотивирующую мододелов реплику, чем вот такую. Фанаты 16-й части сразу начали шутить, что первым делом после релиза игры на ПК появятся модификации с наготой. Кто-то уже ждет голый мод для Клайва, а другие подчеркивают, что не просто голый, но блестящий от масла Клайв без майки не является чем-то неприличным. Это, мол, данное богом право. Final Fantasy XVI вот только-только вышла на ПК. Игру оснастили текстовым переводом на русский язык. К PC-версии GTA Online выпустили обновление, которое меняет привычный порядок вещей и переворачивает сознание геймеров с ног на голову. После долгих лет безуспешной борьбы с читерами, после тщетных попыток создать собственный античит для игры, Rockstar Games сдалась и просто добавила в криминальный экшен систему Battle Eye. Софт предложат установить после загрузки свежего патча. В связи с обновой есть 3 новости. Хорошая. Программу разрешают отключить в настройках клиента Rockstar или с помощью команды No Battle Eye. А в онлайне, возможно, станет меньше читаков. Плохая, античит перестал пускать пользователей Steam Deck в онлайн. Battle Eye, если что, далеко не новое изобретение. Эту систему по отлову хакеров использовали еще в старый добрый Battlefield Vietnam 20 лет тому назад. А из боевиков посвежее можно вспомнить Escape from Tarkov, PUBG или Destiny 2. Принцип работы программы в каждой из игр, правда, отличается. Как Battle Eye функционирует в GTA, пока что остается загадкой. Также
Также в файлах свежего патча обнаружили намеки на грядущее обновление PC-версии GTA 5 до уровня изданий для PlayStation 5 и Xbox Series. Последние вышли относительно недавно и, помимо уникального контента, заметно превосходят предыдущие релизы в техническом плане. 17 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Switch состоялся релиз сюжетного дополнения к Prince of Persia: The Lost Crown под названием Mask of Darkness. Оно продолжает события The Lost Crown и рассказывает о дальнейшей судьбе Раджен, которая очень резко исчезает из основной кампании. Ставьте лайк под видео, если я опять прогадал с ударением. Или подписывайтесь на Boosty, если произнес правильно. Так вот, главному герою игры предстоит узнать предысторию исчезнувшей, найти ответы на оставшиеся вопросы, сразиться с коварными монстрами и, само собой, набить карманы амулетами. Доступ к DLC открывается лишь после получения способностей Тень Симурга. Разработчики предупреждают, что путешествие по чертогам разума антагонистки будет весьма сложным, не в последнюю очередь благодаря новым препятствиям и необычным способам передвижения по локациям. Mask of Darkness стоит всего $5, и поскольку на этой громкой ноте поддержка The Lost Crown официально завершена, Ubisoft также выпустила Prince of Persia: The Lost Crown Complete Edition на всех платформах. В это издание входит основная игра, бонусные наряды для героя, а также цифровой мануал. Китайская студия Pecia Games представила My Time at Evershrine, новый симулятор жизни в серии, куда также входят Porsche и Sandrock. Игра появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и неанонсированной преемнице Switch. С 24 сентября проект можно будет поддержать на Kickstarter. Если в прошлых частях мы примеряли на себя роль простого строителя и фермера, то в Evershrine возглавим титульный город-государство. Руководитель должен нанимать поселенцев и развивать инфраструктуру, чтобы подготовиться к нападению могущественной империи Давос. Авторы обещают сюжетную кампанию с четко обозначенным антагонистом и очаровательными соратниками. Помимо одиночной игры, в My Time at Evershrine будет доступен кооператив на 4, и соло-режим и мультиплеер похвастают поддержкой модов. По словам Pecia Games, производство My Time at Sandrock стоило примерно $12 миллионов, и команда рассчитывает на аналогичный бюджет для Evershrine. Дополнительный источник финансирования в виде Kickstarter позволит студии повысить масштаб и качество проекта. Не секрет, что Respawn Entertainment готовит третью часть Star Wars Jedi. Об этом уже говорили и актер Кэмерон Монахэн, и Electronic Arts. А теперь мы также знаем, что серия ограничится 3 играми. Эту деталь раскрыла одна из руководителей EA, Лора Миэли, во время презентации для инвесторов. Цитата. «Больше 40 миллионов поклонников Звездных войн приобщились к истории становления Кэла Кэстиса как могущественного джедая. Respawn трудится, не покладая рук, чтобы подарить игрокам финальную главу этой захватывающей саги», — сказала она. Напомню, вторая часть трилогии, Survivor, в апреле 2023 появилась на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а вчера прибыла на PlayStation 4 и Xbox One. Еще напомню, что на наш сайт регулярно прибывают новые интересные материалы. В этот раз целых 2: текстовый обзор Edge of Sanity от Кирилла Волошина и разбор полетов Crusaders of Might and Magic от Васи и Семена. Обязательно ставьте лайк и хорошей вам среды. Пока!